Всем привет! Вы на канале Toy House, и сегодня у нас большая, огромная распаковка автомобилей от фирмы Технопарк. Здесь собраны, принципиально, конечно, новинки, но какие-то модели вы, может быть, видели. И обязательно досмотрите данное видео до конца, покажу вам кое-что интересное. Погнали смотреть. Сейчас надо поднять немножечко повыше объектив. Вот так вот, чтобы вы все видели. Чуть-чуть сдвигаем, да? И поехали. Может, еще чуть-чуть. Вот так вот. Вот такая вот зимняя серия. Значит, зимняя серия у нас. Сейчас настроимся. Все сделаем поаккуратнее, да? Чтобы вам было видно, и мне было видно, и слышно меня было хорошо. Итак, смотрите, здесь что интересное. Вот посмотрите, Уралы, КамАЗы есть. Есть Хаммеры, газоны вот такие мощные, эвакуаторы, да? УАЗики, соответственно, очень классная серия. И здесь, на этой коробке, мы можем с вами видеть динозавра. И что это значит? Что в комплекте с моделью будет идти фигурка динозавра. Итак, открываем первую модель. Я смотрю, она у нас идет в блистере. И это Toyota Hilux. Открываем. Цена модели скажу чуть позже. Вообще, по ценам на модели давайте чуть-чуть попозже я вам все расскажу. Где купить это можно. Ну, соответственно, вы должны, конечно же, знать, кто смотрит мой канал. Но кто не знает, я тоже все вам расскажу. Итак, фигурка динозавра у нас идет вот из пластика. Вот такой вот динозавр. Типа а-ля парк юрского периода. И вот он, автомобиль. Автомобильчик, достаем его. Немножечко слетела покрышечка на колесе у нас. Так, поправляем. Резиновая, сразу могу сказать, покрышка. Не могу поправить ее быстро. Так, сейчас попробуем. Вот. Вот так вот. Вот так и вот так. Все, поправил. И посмотрите. В принципе, очень неплохо сделано. Здесь у нас написан динозавр. Видите? Дверки передние открываются. Вот так вот выглядит салон сразу, чтобы вы могли видеть. В общем, чуть затертое стеклышко, но ничего. Передняя часть, ух ты, серьезно, прям сделано. Немножечко недокрас идет здесь, видите? Прям почему-то. Динозавр написано у нас здесь, такой логотип. Здесь у нас типа скелет динозавра идет. Ну, тоже интересная серия, интересная. Задняя оптика у нас, ребят, окрашена. И багажник не открывается. Есть инерционный механизм. И здесь имитация литых дисков присутствует. Снизу модель выглядит вот таким вот образом. Бывает музыкальная. Мы видим, здесь у нас заглушечки стоят просто пустые. Кстати, на вопрос, почему так делают? Ну, потому что делают одно дно на разные модели. То есть, либо вы модель покупаете там за определенную сумму с музыкой, либо покупаете без музыки, но, соответственно, за другую сумму. Но днище у вас остается одинаково. Зачем производителю это менять, если можно продавать и так, и так? В общем, просто не ставят динамик, не ставят батарейки и все. Ну и звуковую плату, соответственно. В общем, нормально такая тачка. Из металла сделана, сразу могу сказать. Вот, с этой стороны салон. Вполне себе неплохо. Поехали дальше. Открываем следующую модель. И это у нас, ребята, Audi Q7. Кто-то меня прям просил снимать. Вот недавно писали комментарии. Если ты смотришь это видео, напиши обязательно, что это ты просил. А динозавр у нас. А динозавр у нас типа вот так. О, вот так вот. Audi Q7. Серия, пожалуйста, идет вот такая. Ну, мы видели уже эту серию. Здесь у нас, опа-на, новиночка какая-то. Можно так открутить? Интересно. Навряд ли, наверное. Но будем надеяться, что да, ребята. Все, новые технологии. Не нужна отвертка, ничего. Пожалуйста, вот крутим барашек и спокойно откручиваем. А здесь у нас логотип газа. Видать, еще на газовские модели тоже ставят. Здесь у нас архитектура города, как мы и привыкли видеть. И вот она, очень классная, кстати, модель. Прям цвет такой интересный. Открывается багажник, сразу видно. Вот видите, щель здесь идет. Зазор, не щель, а зазор. Спереди выглядит вот таким вот образом. Audi Q7 на номере. В общем, оптика пластиковая идет, соответственно. Резиновые покрышки на колесе. Имитация литого диска идет. Есть инерционный механизм, все работает.
Шагрень небольшая есть по покраске, видите? Прям так вот видно. Но в целом нормально. Технопарк сделан в Китае. Audi Q7 и масштаб 1.43. Да неужели? Ничего себе, 43-го масштаба? Очень интересно. Сейчас мы с какой-нибудь моделью сравним в 43-м масштабе. Салон выглядит вот таким вот образом. Не покрашены пороги, но это так всегда практически у технопарка. Зеркала, кстати, сделаны вместе с дверями из металла. Дворники с лобовым стеклом. И открывается у нас багажник. Оптика задняя, кстати, пластиковая идет. Открываем багажничек. И вот так вот выглядит багажник. Довольно-таки вместительный и большой. Как я раньше говорил, пакетик чая сюда легко можно положить. Итак, кого же мне взять? Вот иномарочку бы какую-нибудь прям взять в 43-м-то масштабе. А нету у меня здесь поблизости. Единственное, вот Land Rover вот этот есть. Ой, Land Rover нет. А вот есть вот этот джипарик. Я его снимал в предыдущем видео. Ну, ребята, да, наверное. Наверное, все-таки в 43-й попали масштаб. Если с учетом брать, что вот это Аро, это автомобиль Аро 243, он повыше, соответственно, как внедорожник, то да, наверное, очень даже схоже. Поэтому советую, ребята, к приобретению. Рейлинги на крыше окрашены серебряной красочкой. Но у нас еще есть интересные модели в этой коробке. Вы просто обалдеете, когда мы дойдем до них. Итак, открываем следующую модель. Давайте вот эту. Это у нас Hammer. С динозавром тоже серия идет, соответственно, Hammer H1. Вот она серия. И опять-таки, а здесь уже динозавр, видите, не указан. Здесь у нас модель идет прикрученная, я так понимаю. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Сейчас меня засыпят комментарии, что это не модели, туда-сюда. Ну, я уже 100 раз отвечал на этот вопрос, поэтому я что-то объяснять в этих комментариях не буду, ребят. Потому что, ну, кто смотрит меня, он знает мою позицию, мое мнение, соответственно. В общем, ух ты, классный, прям класс. Сделан здорово. Что, открутим его, да? Здесь он откручивается у нас сейчас. У меня здесь все под рукой и отверточка. Вот видите, вот раньше надо было вот так вот. В Audi Q7, конечно, интересная. А я не могу открутить. А вот пошло. В Audi Q7 решение классное. Технопарк, если вы меня смотрите, это самое лучшее, наверное, решение. Так сделать вообще здорово. Так, в общем. Ну, динозавра отрывать не буду отсюда. Вот он. Такой же динозавр абсолютно, как и в предыдущем был. Да, только цвет другой немножечко. Ну, по-моему, такой же. В общем, здесь, видите, прям много динозавров. Кому нравятся динозавры, вам, в общем, от меня привет. Но мне нравится сама модель. Такое ощущение, что здесь можно вот все пооткрывать. Вы посмотрите, как сделано. И ничего не открывается, к сожалению. Так, ладно, задняя оптика у нас, сразу могу сказать, окрашена. Много пластика здесь, крыша пластиковая. Динозавр у нас здесь нарисован, номер 19. Такой мощный вообще джипарик. Инерционный механизм есть. Снизу выглядит вот так вот. Hammer H1, технопарк, соответственно. Вот и все. Двери, конечно же, двери должны открываться. Ну, маленький салон, но он на самом деле у Хаммера и есть такой. Маленькие небольшие двери. И внутри, как бы, места там не так уж и много, как бы казалось, что это как бы такой большой автомобиль. На самом деле не очень много там места, потому что считается он больше рассчитан на военных. Поэтому это его уже в гражданские версии переделали. Ну, здоровский вообще. Классно. Смотрите, здесь прям тент с таким каким-то, ну, имитацией складок сделан. Но у меня такое ощущение, вот здесь прям можно открыть. А, да, открыть можно. Вот здесь что. Ну, ничего интересного. Смотреть, в общем, здесь не на что. Здоровско. Здоровская модель. Пишите свои мнения в комментариях. Обязательно жду от вас обратной связи. Какая модель вам понравится. Но сейчас пойдет эксклюзивчик. Вот. Санта-Фе, ребята. Но не простая Санта-Фе, а ДПС-ный автомобиль. Полиция, дорожная полиция даже написано. Посмотрите, Hyundai Santa Fe. Вот такой вот красавец. Ни разу в жизни я гаишный не видел. Если вы видели, то пишите, конечно, комментарии. Всегда реагирую на такие комментарии.
Так, открываем. Открываем. Прикрученная модель у нас также, да, обычным винтиком. Сейчас мы все это дело... Решил вот прямо именно такое видео для вас снять. А то многие пишут, что я не говорю там, не болтаю. Вот с вами вместе и поболтаем, с вами вместе и откроем. Ну что ж, полицейский участок здесь у нас. Для какой-нибудь диорамки можно на задний фон использовать. Вот она. Багажник открывается. Класс. Класс. Даже на номерах, посмотрите. 1347. РУС. Hyundai. Решетка большая. Оптика из пластика сделана. ДПС на капоте. Мигалка без люка. Наконец-таки тоже плюс технопарку. А то раньше на месте люка стояла мигалка. И все писали, это же неправильно. Инерционный механизм. Опять-таки свет-звук есть у моделей, но не у моей. Соответственно, багажник открывается. Оптика, соответственно, задняя пластиковая. Здесь у нас 2.2 двигатель написано. В общем, Санта-Фе. Открываем багажничек. Вот так вот выглядит у нас багажник. Небольшой и не сильно открывается, так сказать. Открываем двери. Пороги не поймешь у серых автомобилей, окрашены они или нет, но не знаю я. В целом салон, посмотрите, очень неплохо здесь сделан. Правильная мигалка на крыше, могу отметить. И будет еще один подобный автомобиль, посмотрите его и ну тоже напишите мне потом комментарий. В общем, классная моделька, классная. Масштаб это точно не 43 и даже, ну-ка, хотя если с Audi сравнивать. Ну кто собирает, ребят, технопарк, для вас эти модели, я думаю, будут топчик. Открываем еще одну серию с динозаврами, я так понимаю, или нет. Ну, просто здесь как бы вот идет так, хотя здесь динозавр у нас не указан. Lexus LX 570. Серия, да, типа с динозаврами, но без динозавра. Идет он. Так. Вот я бы такой Lexus, наверное, ДПС бы приобрел бы. Интересно посмотреть его было бы. Но не было. К сожалению, не было. Ну, ничего страшного. В следующий раз обязательно с вами прикупим. И здесь опять-таки новая упаковочка идет. Здесь вот так вот она выглядит. Давайте откручу. Не упаковочка, как это правильно. Крепление модели идет. И вот так вот здесь у нас внутри динозавры. Типа гонятся за вот этим Лексусом. Ну, я так понимаю, что эта серия сделана по фильму «Парк юрского периода». Ну, типа к нему. Ну, немножко здесь другие рисунки идут. Такой динозавр здесь. Такие, типа, поцарапал он. Идет люк на крыше, на капоте также. Передняя часть оптика пластиковая. LX 570. Дворники с лобовым стеклом сделаны. Открываются двери. Пороги не окрашены. Салон в целом, ну, как и у всего технопарка. Ничего сказать не могу. Нет, неплохо здесь. Салон неплохой, честно. И кнопочки на местах, и руль вроде все правильно. Так, закрываем. Открываем багажник. Оптика задняя пластиковая сразу. Багажник большой. Большой, цивильный, классный багажник. В общем, резиновая покрышка на колесе. Инерционный механизм, кстати, не выпирает ничего. Поэтому классно. Здесь снизу у нас что? Технопарк, Lexus, LX и все. В общем, тоже классная, интересная моделька. Ставим сюда. И заключительная модель из этой коробки, ребята, это будет Mercedes GLE или G, наверное, короче, ладно. Как хотите, сами читайте. Это такси, VIP-такси, ребят. Ну, наверное, Mercedes-Benz GLE. Скорее всего, так правильно будет. Если я неправильно сказал, то поправьте меня. Итак, открываем данную модель. И сейчас кое-что вам расскажу. Тоже интересно. Здесь модель у нас прикрученная идет. Так, открываем. Открываем. Откручиваем, вернее, а не открываем. Долго крутим. Крутим, вертим. Крутим, мутим. Открыл. Открутил.
В общем, вот такой вот Мерседес. Опять-таки, люка, сразу могу сказать, на крыше нету. Тоже супер. Все на металле. Шашечка стоит как и положено. Дворники с лобовым стеклом сделаны. Оптика пластиковая. Довольно неплохо. Большой значок Мерседеса присутствует. ГЛЕ на номере. В общем, здесь здорово. Все классно. Зеркала из металла вместе с дверями сделаны. VIP такси 123 номер. У нас пороги не окрашены. Салон сделан очень хорошо. Да, Технопарк пересмотрел свое мнение по поводу салона и стали делать довольно-таки неплохо внутреннюю часть модели. Значит, у нас рейлинги есть на крыше, окрашены серебряным цветом. Открывается же у нас еще багажник, плюс ко всему. Здесь у нас оптика пластиковая идет также. Опа. Вот так вот выглядит багажник. Эпа, камера поплыла. Резиновая покрышка на колесе. И имитация литого диска, и есть инерционный механизм. И вот так вот выглядит снизу модельчика. Технопарк, Mercedes-Benz GLE 2018 год. Итак, что я хотел рассказать. Во-первых, посмотрите, если у модели нету музыкального механизма, соответственно, у нее ничего не торчит под днищем, имейте это в виду. По ценам на данной модели стоят они от 500 рублей до 1000. В общем, цены все разные как бы идут. Я купил, ну, просто зашел и купил. Где купить, кстати? Просто в магазине игрушек. Зашел, увидел и купил. Снимал недавно видео, поэтому имейте в виду. Просто заходите в обычный, не обязательно какой-то брендовый магазин. Увидели на улице, там еще где-то на рынке, как я и говорил. Заходите, смотрите, там бывают интересные вещи. В общем-то, в принципе, вот и все. Вот такой вот обзор. В общем, не пишите мне комментарии, где купить. Ищите. В обычных магазинах игрушек полно, выбор большой. Но нет, идите в крупные магазины, и они там тоже должны продаваться. В общем, все. С вас, ребят, лайкос. С меня, конечно же, видос. Всем пока и всем, самое главное, добра.